Привет, друзья! Это кухня наизнанку. Наверняка каждому знакома ситуация, когда в кошельке практически пусто. Но это вовсе не повод отказываться от вкусного обеда или ужина. Сегодня покажу 5 рецептов, которые мне помогают и бюджет экономить, и вкусно накормить семью. Начну с пирожков. Что может быть вкуснее пирожков с картошкой? Только пирожки с мясом. Хотя нет, с картошкой мне нравится больше. Вот и я о том же. Тем более, если тесто приготовить на картофельном отваре. Оно получается настолько мягкое, просто воздушное. Сюда любая начинка подойдет. Вкусно и с капустой, и с печенью, и с мясом, и с повидлом. Но чаще всего готовлю такие пирожки именно с картошкой. Картофель в начинку, отвар в тесто. Очень вкусное тесто. И готовить просто. Без опары, без долгих вымешиваний и ожиданий. Отвариваю картофель в подсоленной воде до готовности. Картофельный отвар сливаю в отдельную емкость и оставляю, чтобы остыл до комнатной температуры. Нарезаю лук мелко и обжариваю на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавляю к картофелю и разминаю. Досаливаю по вкусу. Мы любим, чтобы начинка была слегка пересоленной, так вкуснее. В остывший картофельный отвар, его нужно 500 мл, добавляю пол чайной ложечки соли, 2 столовых ложки сахара и 3 столовых ложки растительного масла. Перемешиваю. В миску просеиваю 500 граммов муки, добавляю пакетик сухих дрожжей, это 11 грамм. Дрожжи смешиваю с мукой и вливаю подготовленный отвар. Перемешиваю ложкой и замешиваю тесто, постепенно добавляя муку. Всего муки обычно уходит примерно 700 грамм, но мука всегда разная, поэтому сразу всю не добавляю. В процессе замешивания руки смазываю растительным маслом, тогда тесто возьмет муки меньше и пирожки получатся пышнее. Выкладываю тесто в смазанную маслом форму и ставлю в теплое место минут на 40. Где такое тесто поднимается лучше всего, я показывала в предыдущем видео, ссылочку оставлю в описании. Тесто должно увеличиться минимум в 2 раза. Готовое тесто обминаю и нарезаю на кусочки. Скалку я не использую, тесто очень мягкое и приятное в работе. Просто разминаю лепешечки руками и формирую пирожки. Готовые пирожки оставляю на столе на 10-15 минут. Затем жарю на подсолнечном масле. Такое тесто практически не берет в себя масло, и это еще один его плюс. Пирожки из этого теста даже на следующий день остаются такими же мягкими. Иногда это тесто я замораживаю. После разморозки оно ничуть не хуже. Я, когда ем дрожжевые пирожки, пробую, я вспоминаю свою бабушку. Вкуснее пирожков, чем у бабушки, я никогда не ела. Так вот этот рецепт где-то рядом с теми бабушкиными пирожками. Второй рецепт. Это икра из моркови. Уже даже не помню, откуда у меня этот рецепт, но это лучшая икра, которую я когда-либо ела. И я уверена, что если вы хоть раз это попробуете, откажетесь даже от бутербродов с колбасой. И не потому, что колбаса дороже, а потому, что вкуснее только... Даже не знаю, что вкуснее. Пирожки с картошкой. Точно. В общем, смотрите. Это ингредиенты. Морковь, 4 вот таких средненьких, небольшая свекла, лук, картофель и селедка. Обычная соленая селедка, 2-3 штуки. Я уже ее почистила и нарезала на маленькие кусочки. Так вкуснее. Но можно, конечно, измельчить в мясорубке, так быстрее. Морковь, свеклу и картофель я натираю на вот такой мелкой терке. Лук нарезаю ножом, тоже помельче. В сотейнике разогреваю 100 мл растительного масла и слегка обжариваю лук. Через пару минут сюда же отправляю морковь, свеклу, картофель и селедку. Теперь 2 столовых ложки томатной пасты и
немного соли. Но если селедка очень соленая, соль, конечно, не добавляю. Перемешиваю все. На медленном огне тушу минут 20-25. Крышкой не накрываю. Да, запах рыбы никуда не денешь, но поверьте, это того стоит. И не такой уж он и неприятный. В конце добавляю лавровый лист и черный перец. Тушу еще несколько минут и отставляю. А теперь нужно набраться терпения и подождать, пока икра остынет. В холодном виде она еще вкуснее. Но удержаться от нескольких бутербродов, намазанных прямо со сковороды, невозможно. Можно выложить икру в чистую банку, накрыть крышкой и хранить в холодильнике примерно 2-3 недели. Но я могу с уверенностью сказать, что уже через день ничего не останется. И с черным, и с белым хлебом, и с гарниром любым – это что-то. Даже если вы сильно сомневаетесь и вам кажется, что это не может быть съедобным, все равно приготовьте, хоть немного. И когда попробуете, поймете, почему я вас так уговаривала. Ну, может, не кусочек. Хорошо. Ну как? Как всегда. Вкусно. Намазывай еще. А следующий рецепт не нуждается в таком представлении. То, что драники это вкусно, думаю, согласны все. Я соглашусь. Даже не сомневалась. Рецепт взяла в записной книжке у своей мамочки. Они у нее даже с названием записаны. Драники хорошие. Но рецепт очень простой, а название полностью соответствует. На самой мелкой терке натираю лук и картофель. Сока получается очень много, но он не пригодится. Выкладываю натертые овощи в сито и немного отжимаю лишний сок. Вот так примерно. Отжатые овощи перекладываю в миску, добавляю яйцо, крахмал, который осел на дно миски со сцеженным соком, и еще чайную ложечку сухого крахмала, соль и перец. Перемешиваю. Выкладываю ложкой на сковороду с разогретым растительным маслом. Жарю на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. Готовые драники выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. К таким драникам я всегда подаю сметанный соус. К сметане добавляю чеснок через пресс, немного свежей зелени мелко измельчаю ножом и сюда же. Можно посолить. Перемешиваю. И соус готов. Из указанного количества ингредиентов получается примерно 12-15 штук. Рецепт, как всегда, под видео. А теперь фатир. Очень ароматные слоеные лепешки. Сочная, чуть сладковатая луковая начинка и хрустящее тесто. И к первым блюдам, и к чаю, и просто так. Абсолютно доступная выпечка, практически из ничего. В миску просеиваю 2 стакана муки, добавляю щепотку соли, 2 столовых ложки масла и постепенно вливаю 160 мл воды. Замешиваю крутое тесто. Тесто нужно очень хорошо вымесить, чтобы оно стало однородным и не липло к рукам. Обычно у меня на это уходит от 5 до 10 минут. Убираю тесто в пакет и оставляю на полчасика отдохнуть. В это время нарезаю лук полукольцами, складываю его в миску, присаливаю немного и разминаю руками. Можно еще сюда же добавить кумин и черный перец, но мы любим просто луковый вкус.
Делю тесто на 4 части. И каждый кусочек раскатываю очень-очень тонко. Вот такое оно должно получиться. Смазываю тесто маслом, выкладываю луковую начинку и сворачиваю. Готовый рулетик немного растягиваю и сворачиваю спиралью. Также и остальные кусочки. Выкладываю на противень. У меня жаропрочный коврик для выпечки, но можно взять и обычную пергаментную бумагу. Пока духовка разогревается, накрываю заготовки полотенцем и даю постоять на столе. Через 10 минут аккуратненько разминаю лепешки руками и накалываю вилкой. Смазываю растительным маслом. Ставлю в разогретую до 250 градусов духовку и выпекаю до румяной корочки. У меня на это обычно уходит 15-20 минут, но смотрите, конечно, по своей духовке. Готовые лепешки лучше немного остудить под полотенцем. Если хотите, чтобы они стали немного мягче, можно слегка смочить полотенце водой. Но мы любим как раз вот такие хрустящие. Подаю лепешки с горячим чаем, но можно и к обеду вместо хлеба. А теперь десерт, который тоже, я уверена, любят все. Такой хворост нам с братом в детстве всегда готовила мама. Очень хрустящий и вкусный. Минимум ингредиентов. Без водки и уксуса. Все просто и быстро. Яйца перемешиваю со щепоткой соли. Сильно взбивать не обязательно. Добавляю к просеянной муке и начинаю замешивать тесто. Точное количество муки я не указываю, так как оно зависит от размера яиц и от самой муки. Я вымешиваю тесто, пока не перестанет липнуть к рукам. Вот такой маленький комочек теста получается. Оставляю тесто отдохнуть минут на 20. Затем отрезаю небольшие кусочки и очень-очень тонко раскатываю. Чем тоньше раскатывать тесто, тем вкуснее получается хворост. Жарю хворост в раскаленном масле. Все очень быстро. Максимум 30 секунд с одной стороны и секунд 10 с другой. Так что я обычно или заготовки делаю, а потом жарю, или зову на помощь мужа. Чаще второе. Я раскатываю и нарезаю, а он жарит. И ест. И ест. Вот сколько хвороста получается с этого маленького кусочка теста. Но нам хватает этой кучки на один раз чай попить. Хворост настолько хрустящий и вкусный, что остановиться просто невозможно. Перед подачей посыпаю сахарной пудрой. Не знаю тех, кому не нравится этот десерт. Очень вкусно и совсем недорого. Попробуйте приготовить эти блюда. Особенно икру. Да, икру особенно. Буду ждать ваши отзывы. Как всегда, все рецепты смотрите под видео. Если вам понравилась тема бюджетных рецептов, поставьте лайк этому видео и оставьте комментарий. Напишите, хотите ли продолжение этой темы. Недорого и вкусно. Что из этих рецептов вам понравилось больше всего? И буду очень признательна, если поделитесь также своими рецептами. Всегда из комментариев узнаю что-то новенькое. Спасибо вам за это. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного.